Всем привет! Это Маста Кинг, ваш проводник в мир историй о Формуле 1. Сегодня я покажу вам фестиваль Dubai Revival, который прошел в декабре 2023 года и который, скорее всего, повторится и в этом году. А значит, у вас впереди полно времени, чтобы подготовиться. Поехали! Исторические гоночные фестивали часто проходят в Европе и Великобритании. Там есть и знаменитый Гудвуд, и санкционированные FIA гонки легенд. Но что делать, если в Европу попасть сложно, а к гоночной истории прикоснуться хочется? Вам на помощь придут курорты Арабских Эмиратов. Dubai Revival проводится в конце года, через пару недель после финального Гран-при Формулы-1, который проходит в соседнем Эмирате Абу-Даби. Идея мероприятия состоит в том, чтобы завершить международный спортивный сезон на непринужденной ноте большого гоночного праздника. У этого фестиваля две категории билетов. Обычные, примерно за $70, и премиум, примерно за 100. И те, и другие дают вам максимальный доступ. Вы можете сидеть на любой открытой трибуне, отдыхать в фан-зоне, гулять по паддоку. Единственное отличие в том, что премиум-билеты дают вам доступ на стартовую решетку перед каждой гонкой, и это определенно стоит лишних денег, потому что позволяет не только побродить между машинами, но и запросто поболтать с настоящими легендами автоспорта. Когда я решился на поездку на этот фестиваль, билеты с прогулкой по стартовой решетке уже, к сожалению, кончились, и мне пришлось покупать обычные. Я даже попробовал получить аккредитацию, но, увы, для Маста Кинг местечко в пресс-центре не нашлось. Мне помогло настоящее чудо, об этом даже неловко говорить, но, может быть, мой опыт кому-то пригодится в будущем. Дело в том, что ближе к началу фестиваля в инстаграме Dubai Revival проходит розыгрыш премиум-билетов. Ну, как это обычно бывает, подпишись на страницу, затегай пару друзей. Стыдливо краснея и прикрывая лицо рукой, я впервые в жизни принял участие в таком конкурсе. И что бы вы думали? Я выиграл. Так у меня на руках оказались два билета. Один честно купленный, другой честно выигранный. Ну и раз речь зашла про организацию поездки, вот еще немного моего опыта. Может быть, он тоже кому-то пригодится. Дешевые авиабилеты я начал мониторить еще в мае, но цены были стабильно высокими, поэтому эта статья расходов оказалась для меня самой большой. Имейте в виду, что у Дубая два аэропорта, плюс еще один в соседней Шардже. В Шарджу рейсы могут быть чуть дешевле, но этот аэропорт находится далеко от трассы и центра города, поэтому вы больше потратитесь на дорогу из него. Так что выгода будет мизерной, а времени уйдет намного больше. Удобнее всего будет прилететь в первый или третий терминал аэропорта Dubai International, потому что прямо в них есть станции метро. Из второго терминала до города придется добираться либо на такси, либо с пересадкой на автобусе. Этот путь я не рекомендую. Где и сколько жить в Дубае на время фестиваля, вы, конечно, решите для себя сами, но мой совет такой. Если вы приезжаете только на гоночные выходные, выбирайте отель вдоль красной ветки метро с прицелом на станцию Mall of the Emirates. Дело в том, что именно на этой станции находится автобусный хаб, и если вы сядете на автобус номер F37, то за полчаса легко доедете до трассы. Остановка находится почти ровно напротив входа на автодром. Я, например, жил в отеле около метро Dubai Internet City в двух станциях от Mall of the Emirates, и как человек, который впервые побывал в Дубае, считаю этот вариант идеальным из относительно бюджетных. Относительно — это очень важное слово, потому что в Дубае все очень дорого. И это тоже надо иметь в виду при планировании поездки. Зато добираться до дубайского автодрома очень легко. Он находится в черте города, и туда можно доехать и на автобусе, как я уже сказал, и на такси, и на арендованной машине. Рядом с трассой есть огромная парковка, и я ни разу не видел, чтобы она была заполнена целиком. На входе на трассу я не встретил ни рамок, ни досмотра вещей, и, честно говоря, для меня это было удивительно, потому что от такого я уже отвык. На фестивале удивительно спокойная атмосфера, можно свободно гулять по паддоку, заглядывать в машины, трогать их и иногда с разрешения механиков даже забираться внутрь, особенно если вы маленький ребенок. Паддок открыт полностью для всех категорий зрителей, и здесь можно свободно заходить в гаражи и фотографировать все что угодно. Единственное, нельзя проходить на питлейн, но там ничего интересного не происходит, все машины находятся в паддоке и выезжают на стартовую решетку из него же. Смотреть за гонками можно как с главной трибуны, так и с бетонных трибун в районе 14-го поворота.
Старт всех гонок проходит схода, но главная трибуна шикарно отражает звук моторов, поэтому первые пару кругов каждого заезда на ней звучит настоящая гоночная музыка. Плюс у нее есть крыша, и это важный аспект, потому что даже в декабре в Дубае днем может быть очень жарко. Трибуны в 14-м повороте открытые, но зато они находятся рядом с зоной отдыха, где есть еда, шезлонги и большой экран. Экраны шезлонги бесплатные, а вот еда, увы, нет. Здесь даже можно выпить пиво или что-то покрепче. Страна хоть и религиозная, но на фестивале в Дубае этого не чувствуется. Исторические ивенты обычно имеют какую-то тему, и темой Dubai Revival 23 года были 70-е. Организаторы подсмотрели у Гудвуда идею установить дресс-код для этой гонки и заранее попросили всех зрителей и участников одеться в стиле 70-х. Брюки, клеш, кислотные рубашки, все такое. Но в отличие от строгих англичан, здесь это носило скорее рекомендательный характер, и никто на входе ширину штанин, конечно же, не измерял. Одетых по всем правилам людей было совсем мало, зато по паддоку периодически ходила забавная массовка, создававшая нужную атмосферу. Кстати, уже монтируя это видео, я случайно узнал, что вот эта девушка родом из Санкт-Петербурга. В этом году на Дубайский автодром приехали 5 классов гоночных машин. Ле-Ман 60-х, 80-х и 2000-х, а также Формула-1 70-х и 90-х. Внутри этих классов временные рамки были весьма условные. В Формулу-1 70-х, например, попали несколько машин из 80-х, а одной из машин Формулы-1 90-х вообще был Лейтон Хаус 87-го года. Формула-1 90-х в принципе была представлена довольно скудно, всего 5 машинами, да и те между собой не гонялись, а просто несколько раз выезжали на демонстрационные заезды. Зато какие гонщики сидели за их рулем. Тьерри Бутсен, Стефан Йоханссон, Николя Прост, София Флёрш и, конечно, главная звезда фестиваля этого года – Ален Прост. Забавно, что катался старший Прост на Ferrari 643 91 года, той самой, которую в годы выступления за Скудерию он оскорбил сравнением с грузовиком, за что и был со скандалом уволен. Особая ирония в том, что в Дубае Прост проехал на ней всего несколько кругов, после чего она сломалась прямо на трассе. Всего в заявочном листе значилось 71 машина, 25 формульных и 46 лемановских. К сожалению, некоторые из них на трассу не выезжали, как, например, GH1 команды Embassy Hill. Гонщик, который должен был сидеть за ее рулем, в последний момент заболел и в Дубай не приехал. Поэтому его машина все выходные грустно стояла в одиночестве. Нельзя сказать, что весь фестиваль состоял из легендарных машин. Здесь были и проходные модели, и машины с короткой историей. Но в этой сборной солянке было свое очарование, и всем машинам, независимо от их заслуг, зрители уделяли одинаковое внимание. Кстати, про зрителей. Здесь не было ни толп или очередей, но при этом место ощущалось насыщенным, не пустым. Было видно, что большинство зрителей – люди, сознательно пришедшие на фестиваль, знакомые с историей, и для многих из них это было далеко не первое подобное мероприятие. Дубай в принципе город экспатов, а уж на фестивале английский и вовсе был основным языком, поэтому проблем наладить контакт с персоналом, маршалами или другими зрителями здесь нет. Изначально я думал взять на фестиваль свою 5-летнюю дочку, но в последний момент с сожалением отказался от этого решения. Да, мне бы очень хотелось познакомить ее со всеми этими машинами, но сейчас я понимаю, что ей было бы тяжеловато бегать со мной на большие расстояния от одной трибуны к другой, от одного заезда к другому, и в какой-то момент ей наверняка стало бы скучно. Но вот для тех, кто постоянно живет в Дубае, поход на фестиваль с детьми был действительно хорошей идеей. Я видел немало семей с малышами, и если не брать в расчет расстояние и некоторую однообразность происходящего, все условия для детей тут есть. А еще здесь много туалетов, особенно на главной трибуне, и все они очень чистые. Вообще, если вы настоящий фанат гоночной истории, то слово «однообразность» вас может немного удивить. Но поверьте мне, если рядом с вами будет кто-то, кто не настолько очарован этой аурой, лучше подумать об этом заранее, потому что иначе ваши ожидания могут не совпасть. Для нас же с вами подобное мероприятие – это просто рай. График гонок был составлен таким образом, что и суббота, и воскресенье были полноценными фестивальными днями. Каждый класс проводил гонки в оба выходных. Поэтому человек, который не попал на трассу в один из дней, по сути ничего не терял. Зато если грамотно распланировать свое расписание, одни и те же заезды можно было увидеть с разных ракурсов, не потеряв в ощущениях. Вот как делал я. Расскажу на примере Формулы-1 70-х.
В субботу старт первой гонки я смотрел с главной трибуны, чтобы насладиться звуком машин на полной скорости. А в воскресенье старт второго заезда я встретил в 14-м повороте, чтобы лучше увидеть, как те же самые машины все вместе проходят первый круг. Потому что потом они растягивались по трассе, и впечатления были немного уже не те. Да, хоть это и фестиваль, соревнуются гонщики по-настоящему. Конечно, никому не хочется разбить дорогущие исторические машины, но и дорогу просто так никто никому не уступает. Тем более, что участвуют в заездах не только богатые любители, но и профессиональные гонщики, которых можно зажечь от любой искры. Но вот следить за всем этим именно как за гонками – так себе занятие. Во-первых, потому что имена большинства участников почти ничего не говорят, а половину гонки придется просидеть носом в программку, чтобы понять, кто на чем едет. Во-вторых, экран с таймингом располагался только на главной трибуне и в фан-зоне, поэтому понять всю картину гонки можно было только там. Поэтому для себя я решил, что мне все равно, кто победит, и просто наслаждался этими машинами в движении. Вообще, я очень рекомендую заранее определиться, какие из гонок для вас обязательная программа, а какими вы можете пожертвовать. В какой-то момент у вас наверняка кончатся силы, и хорошо, если это произойдет вечером в гостинице. Но я вас расстрою. Если вы приедете на трассу рано утром к открытию, то уже в обед вам станет тяжеловато. Найдите возможность передохнуть, полежать в тенечке или даже вздремнуть в шезлонге. Можете даже воспользоваться берушами. Помните, что забота о слухе на гонках не делает вас менее хардкорным болельщиком. Но что точно нельзя пропустить, это прогулки по стартовой решетке перед каждой гонкой. Доступ туда открывают только для держателей более дорогих билетов, поэтому еще раз советую покупать именно их. Эмоции, которые вы получите, определенно того стоят. Организаторы дают вполне достаточно времени для того, чтобы пару раз медленно пройтись туда и обратно по стартовой прямой. Обязательно загляните внутрь машин, сделайте селфи со знаменитыми гонщиками или даже поболтайте с ними. Это не только не возбраняется, а даже и приветствуется. Даже механики, если они не заняты, с удовольствием общаются с публикой. К тому же многие участники приезжают с семьями или друзьями, и за этими группами поддержки тоже очень интересно наблюдать. Забудьте суетливую и недружелюбную картинку, которую вы видите по телевизору перед стартом современной Формулы-1. Здесь вы дома, среди своих. Вам тут рады. Ну и уж раз речь зашла про гридвок, давайте с вами прогуляемся по стартовой решетке первого заезда категории Формулы-1 70+. Начнем мы с конца, поскольку из паддока вы попадаете именно сюда. Это Hesketh 308-1 73 года. Машина, на которой Джеймс Хант взял свой первый пол в Формуле 1 и выиграл свою первую гонку. Правда, оба этих события пришлись на внезачетные гонки. Кстати, на этой же машине, правда в черном цвете, в гонках Гран-при дебютировал Алан Джонс. Рядом с ней расположился ATS HS1 78 года. Это была первая собственная машина этой команды. Выступали на ней Жан-Пьер Жарье и Йохан Масс. Выступали неудачно, да и машина была полным провалом. Это у нас Fittipaldi F8 80-го года, к которой приложил руку 22-летний выпускник университета Эдриан Ньюи, работавший под началом Харви Послтуэйта. Кстати, собрата этой машины вы запросто можете увидеть в Стамбуле, в музее техники Рахми Коча. Рядом стоит Минарди М185B 85 года. Ни одного очка, 32 гонки и всего 3 финиша. Зато красивые. Это у нас Тиррell 12 83 года, на которой выступали в том числе Микеле Альборетто, Штефан Беллов и Мартин Брандл. А вот Surtees TS9B 72 года, самая старая из представленных здесь машин. Ничем особенным она не запомнилась, кроме второго места на Гран-при Италии 72 года, которое занял Майк Хейлвуд. Дальше идет Tyrrell 11 83 года, модель, которая принесла Тирреллу 2 его последние победы в Формуле 1. Обе гонки тогда выиграл Микеле Альборетто. А вот это моя самая любимая машина фестиваля – Shadow DN3 74 года. Правда, у этой модели довольно печальная история. За рулем такой машины погиб Питер Ревсон. Побед она не добилась. Лучший результат ей принес Жан-Пьер Жарье, 3-е место в Монако. А на фестивале в Дубае Shadow управлял бывший гонщик Формулы-1 Жан-Дени Делетра. Вы потом еще увидите его. Вот еще одна интересная машина – Williams FW05 команды Wolf, который на самом деле и не Williams, и не Wolf, а переделанный Харви Послтуэйтом Hesketh 308C.
На фестивале это была, пожалуй, самая вылизанная машина, которой управлял гонщик-полулюбитель из Японии Ютака Ториба. С ним приехала большая и веселая группа поддержки, которая перед каждым стартом надевала повязки с японским флагом и с удовольствием со всеми фотографировалась. А вот это, собственно, родственник предыдущей машины, тот самый Heskett 308C. Это был уже закат команды Heskett, и в 1975 году из команды начали уходить ключевые персонажи, поэтому в ней и началась тогда распродажа. Вот Ensign N173 1973 года, первая в истории этой команды машина Формулы-1. Ее единственным гонщиком был Рикки фон Опель, чье имя до сих пор написано на машине таким красивым шрифтом. Кстати, фестиваль для нее, можно сказать, был домашним. Ее владелец живет в Эмиратах, поэтому машине даже не пришлось далеко ехать. Дальше у нас идут две одинаковые машины. Золотые красавицы Эрус А3 80-го года. Всего таких машин в мире 6, из которых на ходу лишь 4. За рулем одной из них в этой гонке сидел Тьерри Бутсон, победитель 3 гран-при Формулы-1. Вот он в синем комбинезоне о чем-то болтает с Жаном Дени Делетра. Ну и пол-позиция. Ее занял побитый жизнью Марч 821 82 года, одна из самых быстрых машин этого фестиваля. Ее создал Эдриан Рейнард для команды RAM. И хотя ни одного очка в своей профессиональной карьере машина не завоевала, субботнюю гонку Dubai Revival она выиграла. Вот такой была стартовая решетка категории Формула-1 70+. Если вам интересны другие категории этого фестиваля, вы можете зайти в телеграм-канал Master King и по хэштегу Dubai Revival 23 найти больше информации об этом мероприятии. Там есть и фотографии, и видео, и чего только нету. Я оставлю ссылку на канал в этом QR-коде. Вообще Master King — это в первую очередь подкаст про гоночные книги и истории о Формуле-1. Вы можете слушать его на любой платформе или даже просто в браузере. Вот по этой QR-ссылке. Ну и напоследок главное. Совершенно не важно, как давно вы увлекаетесь гонками и сколько старых машин можете узнать без подсказки. Если вы хоть немного знакомы с этим спортом, фестивали вроде Dubai Revival — это отличная возможность своими руками потрогать, буквально потрогать, историю Формулы-1. Ни одна книга, ни одно видео и ни один фильм не заменит этого ощущения. Поэтому если у вас есть хотя бы минимальный шанс на такой фестиваль съездить, не упускайте его ни в коем случае.